Итак, леди и джентльмены, добрый день, добрый вечер, либо доброе утро. Зона комфорта. Подошло время рассказать вам об этом, поделиться, что я вообще знаю, как и зачем и почему. Я про это говорил много роликов, но, может быть, скорее всего, вы не понимали, что это и как это. Сегодня я, Паша Кова, вам все расскажу, поделюсь, что я вообще знаю, зачем, как. Вы узнаете много нового, а главное, нужное. Садитесь поудобнее, приятного просмотра, не буду говорить какую-то хрень. Поехали. Давайте с первого, чего мы начнем, так это с примера. Да, я начинаю с первого, это с определения, но сейчас я хочу вам дать пример, чтобы вам было все понятно. Так вот, допустим, представьте, вы сидите дома, играете в видеоигры, кушаете фастфуд, ну, всякая такая очень хорошая жизнь. Очень хорошая. И вдруг вам мама сказала пойти выбросить мусор. Вы не хотите это делать, вам лень. И как раз таки вот в этот момент включается зона комфорта. Вы, конечно же, сделаете это, но вам будет очень-очень тяжело. И этому препятствует зона комфорта. Зона комфорта играет важнейшую, так сказать, роль в процессе развития организма. И что я вам скажу, то что тут участвует и дисциплина, чтобы зоны комфорта не было. Конечно, да, нужно было сделать ролик про дисциплину, но я посчитал то, что вам нужно объяснить вообще, что это, чтобы вы прекраснейшим образом понимали. Давайте перенесемся в древний век. Ваши и мои предки были более дисциплинированы, чем мы сейчас. Но вообще, почему? Потому что им нужно было выживать. Если бы они не выживали и были только в своей зоне комфорта, то мы бы сейчас не были здесь. Я бы не был, вы бы не были, ничего не было. Как говорится, слабые всегда умирают, сильные всегда выживают. И они были тогда сильнее, чем мы сейчас. И это как раз-таки очень плохо, что мы сейчас такие. Конечно, вы можете сказать то, что без дисциплины и возможно выжить. Но как? Вот предоставьте мне человека, который смог выжить без дисциплины. Лично я считаю, это невозможно. Но вы можете сказать то, что невозможно, это возможно. Но, слушайте, невозможное возможно. Есть продолжение фразы. Невозможное возможно. Просто нужно приложить усилия. И вы уже прекраснейшим образом все поняли. То есть поймите, если бы наши предки были бы не дисциплинированы, то мы бы не жили. Ну и без предков тоже, конечно же. И нужно прикладывать что-то, чтобы достичь, и чтобы мы, наконец-то, жили. Не зря я написал название ролика, то что зона комфорта — это препятствие. Ну, и это правда. В этом ролике я не буду вам давать какие-то советы, я лишь хочу просто вам объяснить вот эту вот суть, чтобы вы наконец-то вот поняли, что это и как это может ухудшить вашу прекрасную жизнь. Давайте опять вернемся в древний век. Вспомните величайших людей: Сократ, Леонардо да Винчи, Пифагор. Все они были величайшими. Давайте поговорим про Леонардо да Винчи. Разве ему хотелось ничего, вот абсолютно ничего не делать? Нет. Он брал и писал картины. Брал и писал, переписывал, писал. Он делал это много-много раз, чтобы добиться идеального рисунка. Вот просто идеального. Разве ему хотелось вот быть в зоне комфорта, вот только в зоне комфорта? Нет. Ему было плевать, как и всем многим великим людям. Сколько Леонардо да Винчи писал картину «Мона Лиза»? Вот, подумайте. Подумали, да? Может быть, вы не знаете, но я вам скажу, то, что он писал ее 4 года. 4. И вы уже видите то, что она стоит просто бешеные деньги. И вы уже поняли, почему. Мона Лиза — это
просто величайшая картина, которую сложно, вот очень сложно повторить. Вот вы сами попробуйте писать картину 4 года. Это очень сложно, но это надо подбирать краски, думать, подбирать краски. Но что я хочу вам сказать, то что ему было плевать на зону комфорта, вот просто плевать. Он просто делал, и вот, смотрите, какая картина у него получилась. И сейчас просто эту картину знает весь мир. Весь мир. Абсолютно. Вспомните Сократа. Если кто не знает, Сократ это был философ психологии. Он создал много чего. И, короче, был очень величайшим человеком. Но не суть. Почему вообще, как он стал философом? Я вам скажу то, что он из года в год изучал, делал, общался. И просто он думал, как, зачем и почему. Как люди себя ведут, зачем, почему. И он своего добился. Главное то, что он что-то делал. И вот видите, он стал величайшим философом. Он узнал психологию людей, как работает наш мозг. Как вообще? Это вообще очень круто. И я думаю, ребят, таких достижений нужно вообще стремиться, чтобы быть великим человеком в этой жизни. Чтобы вы просто вот наслаждались, делали, развивались, и чтобы вы были офигенными людьми. Зону комфорта нужно, чтобы вы отдохнули, а потом уже делали. Если зона комфорта ограничивает ваше развитие и сущность, то тогда уже надо что-то делать и пытаться ее исключить. Но не навсегда. Нужно тоже отдыхать. Давайте все вот это закрепим на примере. Допустим, первый человек и второй человек. Представьте, два человека. Первый человек дисциплинированный, накачанный и идет к своей цели. Короче, первый человек Ронни Колман. Представили? Ронни Колман. А теперь переходим на второго человека. Он не дисциплинированный, ничего не хочет делать. Он хочет лишь сидеть, и чтобы его цель исполнилась. Теперь такой вопрос. Как вы думаете, кто из них добьется своей цели? По-моему, первый. А точнее Ронни Колман. И вы уже прекрасно все уже поняли. Знаете, я хочу еще такое сказать, то что я, по-моему, месяца 2-3 назад натыкался на такой шорт или видео, я не помню. И там говорилось то, что если человек, точнее, тот человек, который ни хрена не делает, вот ни хрена, он достигает успеха и своей цели. Я хотел написать, типа, можете, пожалуйста, мне, этого человека, как сказать, написать мне вот этого человека, чтобы я с ним поговорил как-то, чтобы я понял, вот как это, типа, я не знал это. Прошло вот уже буквально 3-2 месяца, человек не выявился. И знаете, многие так и считают, то, что если ты, типа, только веришь, то ты, типа, и сможешь достигнуть цели. Лично я считаю, нет. Это ни хрена, вот ни хрена не работает. Ни хрена. Человек не добивается этого. Вы можете сказать, да, может быть, но он как-то сможет что-то сделать. Я думаю, что он не сможет, если он ни хрена не делает. Надо делать, чтобы ты достиг своей цели. И чтобы потом ты вот просто увидел, как это вообще круто, когда ты достигаешь своей цели. И становишься успешным человеком. По сути, зона комфорта равняется лени. Да. И, кстати, я могу, может быть, и угадать, то что если вы сейчас смотрите этот видеоролик, вам сейчас может быть и лень. Лично я так считаю. Но это не факт. Может быть, вам и в пользу это смотреть этот ролик, и вы поймете, и все у вас будет отлично. И знаете, давайте все закрепим. Что вы вообще узнали, что я сейчас вам все проговорил? Первое. Вы узнали то, что от зоны комфорта надо избавляться, но не навсегда. Вам нужно тоже отдыхать, чтобы потом вы
все делали очень лучше, и чтобы вы добились, чего вы хотели. Есть такая фраза Ленина: тот, кто не умеет отдыхать, тот и не умеет работать. И, по-моему, этой фразы вы согласны. Второе. Все великие люди добились своего. Но как? Понимаете, они просто верили. Как я сказал, они верили и делали. Если вы не верите, то вообще нафиг вы это делаете. Вот нафиг. Я и говорил во многих роликах своих, то, что нужно верить и идти к своей мечте. Чтобы она точно исполнилась. И чтобы вы вот просто офигели. Допустим, лично я верю, то, что этот канал скоро вырастет, и я стану тем, кем я хочу. И у меня все получится. А теперь представьте то, что вы что-то хотите. У вас какая-то есть мечта. И, пожалуйста, в нее верьте. И вы будете величайшим человеком, как были все великие люди. Они верили, и у них все получилось. И вы тоже верьте, и у вас все получится. И третье, последнее. Сильные и верующие всегда выигрывают. Лично я так думаю, потому что если ты не веришь в себя, и хоть ты сильный, ты никак не выиграешь. А если хоть ты и не сильный, но верующий, то ты тоже никак не выиграешь. Тебе нужно быть и сильным, и верующим, чтобы ты точно все достиг, и чтобы потом ты все увидел, и было все очень круто. Пожалуйста, подумайте и примите, что вы хотите, что ваше сердце пожелает. Конечно, сейчас люди, как обычнейшим образом, мне напишут хейт, то, что я что-то не сказал, что-то не сделал. Но, пожалуйста, ребят, можете мне написать, что я не сказал. Я буду учиться, идти дальше и делать вам все лучше и лучше ролики. Конечно, ролики стали выходить не так часто, как я хочу. И, это очень плохо. Меня это не мотивирует. Я хочу вам дать все возможное, что я хочу. Чтобы вы поняли. И чтобы как раз таки и я понял. Понимаете, прошел вот ровно месяц, как я создал этот прекраснейший канал. У меня появилось 15 подписчиков, 2000 просмотров уже на одном ролике. И знаете, и такой результат меня просто поражает. Вот я сейчас думаю, вот, как вас отблагодарить? Может быть, вам что-то сделать или что-то сказать, не знаю. Но я все, что вам хочу сказать, я вам говорю и пытаюсь говорить. Мой ролик, ребят, подходит к концу, и я очень рад, что вот так быстрый месяц прошел. Вы сделали, что я даже не ожидал. Мне очень приятно, ребят. Я хочу вам сказать спасибо, хорошего вам дня, вечера, либо утра. Живите, воплощайте свои мечты в реальность, чтобы вы были офигенными людьми. Мне больше нечего сказать. Всем пока. С вами был Паша Кова. И верьте в себя. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crank up the foreign, I swear.